Да ладно, это не может быть. Это Россия? Она такая? Зачем Европейскому Союзу тянуть к себе Армению? Я пугаю, запугиваю, я вас уничтожу. Ну, раньше армянский коньяк пил Черчилль. Можно постучать. Пашинян же запретил называть коньяк армянским. Армянской диаспоры не существует. А потом скажут, что Россия виновата, что убрали. Конечно. Но я до сих пор не могу понять, чем помешала гора Арарат. Мы будем срабатывать с Россией, пока не будем готовы к вступлению в Европу. Мы все время будем сравнивать с Украиной, потому что, знаешь, как во дворе показывают. Не будешь учиться, будешь какой-то Витька алкаш, да, там не будешь. Друзья, приветствую вас всех на честном подкасте патриотического движения «Победа 945». У нас сегодня будет интересный выпуск. Вначале объявляю победителя в подкасте с Дариной, ВЛС Дэм. Напишите нам, вы получите... Я не могу сказать, что это в подарок, это в наказание книжку Тараса Шевченко на украинском языке. В общем, самый залайканный комментарий. Сегодня тоже самый залайканный комментарий получит подарки от Победы 945. Но у нас сегодня будет интересный подкаст. Он немножечко поломает нашу последнюю повестку. Я Павел Кухаркин, Сергей Черкасский. И у нас замечательный гость Мика Бадалян, общественный деятель и член Совета ОНО Евразия. Здравствуйте. Мы решили сломать. Нас некоторые подписчики, наши знакомые говорят, вот вы одних украинцев зовете, где русские? Мы искали русских, в Москве не нашли. Здесь только украинцы и армяне. Все, да. В центре Москвы, по крайней мере. Сегодня будет напряженно. Я считаю, что это две конкурирующие диаспоры. Мы свою только создаем, у вас уже есть. Да. Ой, нам так казалось. Понятно. Поэтому вопрос будет тоже похожий. Как нам кажется, со стороны Армения сейчас вот переживает тоже такой нестабильный период. И многие вещи для нас воспринимаются тоже как дежавю такое. Мы это понимаем, как происходило на Украине. Накачали русофобию, подменили историю, понятия и в целом смогли столкнуть, по сути, один народ. А что сейчас вот происходит, по твоему мнению, в Армении? Там тоже происходит подмена понятий, замена истории, новые герои? В Армении, она абсолютно идет по украинскому сценарию, абсолютно. При этом на данном этапе у нас процессы как пошли немножко быстрее, да, мне кажется, потому что вот мир чуть перевернулся, особенно после и всего этого, и все пошло уже в открытую гораздо быстрее, поэтому у армянских властей им не дали столько лет на то, чтобы взрастить русофобию. То есть русофобии в Армении нет, но антироссийские настроения есть. И они высокие. А как это... Для многих это, по сути, масло масляное. Русофобия и антироссия. Нет, смотри, русофобия — это когда ты плохо относишься к русскому человеку. По крайней мере, для меня это так, я вкладываю это понятие. А антироссийские настроения, когда есть претензии к российскому государству. И вот претензий и ненависти к русскому человеку нету вообще. То есть это такого просто, как там за русский язык тебе никто ничего никогда не скажет. Да, что, допустим, понятно, есть на Украине, что было в Грузии и до сих пор есть, хотя как бы уже не так, но есть. Этого в Армении нет. Там где-то в каком-то зародыше и там очень там таких маргиналов. Интересно просто, за счет чего вот эти вот антироссийские настроения, то есть государство России, потому что вот недавно, да, заявлял у нас Шойгу, выступал, какие условия созданы для армян в России, и что они там как бы работают без квот, без патентов, что Россия поставляет по заниженным ценам, достаточно по льготным, там, зерно, газ, что-то не поставляет, да, в Армению. То есть за счет чего берутся вот эти вот антироссийские? Я понимаю, там, если как-то Россия там душила, там, знаешь, Армению. Нет, я объясню. Это делается в первую очередь, причина это Карабахская война, которую вину на всю эту трагедию спихивает власть на Россию. Вообще, если глобально посмотреть, то проблема в том, что отсутствует контрпропаганда. И глобально отсутствует вот та самая мягкая сила, да, работа с людьми. Потому что, когда мы
вот оно, Евразия, запустили свою работу в Армении и начали работать с молодежью, мы увидели невероятное желание быть с Россией, быть с евразийским пространством. У людей. Тогда у молодежи. То есть было понимание, что там, это поколение уже потеряно, что им ничего не интересно, им интересно все только Запад и так далее. Но это не так. Проблема в том, что Россию не знают. И у нас ребята, когда по нашим программам приезжали в Москву, они с вот такими шарами, да ладно, это не может быть, это Россия, она такая. Тут же, говорит, пустые полки в магазинах, ничего не работает. И То есть такая же тоже пропаганда была, типа один деревянный туалет посреди поля на всю страну. Абсолютно. Понимаешь, они все знают, но потому что к ним надо идти. К ним никто не шел. Когда мы сделали шаг навстречу, все прекрасно работает. У нас на мероприятии патриотического движения 945 в Ереване на 9 мая было больше 3000 человек. Это ты, да, проводил парад Да. на 9 мая? Да, я Да, слышал эту совершенно историю. верно. У нас Это в каком году было? в этом А, в этом году. в этом месяце было. Блин, а как, расскажи подробнее, как сложно было организовать вообще? Потому что кажется, что... Ну, на самом деле, смотри, проблем не чинили. Мгм. Надо быть честным. Почему? Потому что они пытаются, Демократию. власти сегодня, делать вид, Что, у них что с Россией нет проблем. мгм. В чем ситуация и там уникальность, отличие, да, допустим, от Молдовы той же, к примеру, где давно разорваны были отношения к выборам, или даже с Украиной. Зависимость от России, Армении, она колоссальная. И люди понимают, что без России нам вообще делать нечего. Вот эти цветы, которые запретили ввозить с завтрашнего дня, В России. куда их продавать? В Россию. Мгм. Куда их мы? В Голландию будем тюльпаны продавать? Понимаете? А это там сделали из этого колоссальный бизнес. Огромное количество теплиц. Это очень маржинально, это очень круто, это очень интересно. Но только на Россию. Нет другого рынка. А почему? Мне тоже вот есть же соседние тоже страны, там Какие? Казахстан, Киргизстан. У нас соседние страны. Ну, У нас глобально. соседние страны. У Армении. Да, В Армении это Турция, Азербайджан. Не, я с точки зрения Иран и Грузия. Евразийского экономического союза. Да. То есть глобально у нас есть общие там торговые взаимоотношения. Я в том плане соседние имею в виду того, что то есть это страны, экономики которых сплетены. И, например, быстро можно как-то, может быть, варьировать рынок, на Казахстан направить. Там же тоже нужны тюльпаны. Это же Да, ЕАЭС. ЕАЭС по-любому. Какая Да. разница? Во-первых. Во-вторых, И там не нужны. там, это дорого, это далеко, а цветы это скоропорт. Ну, то есть, Нету, там рынки, наверное, не изучены, спрос не да, тот, это можно как не бы изучен. это То есть тут уже проделать налажены большую все... Помимо этого, мы же коридоры. прекрасно понимаем. Ну, представь теперь ситуацию, что вот вдруг Россия накладывает ограничения, Мгм. да, но мы понимаем, что сейчас это политическая история, Ну, конечно. да. Мгм. И тут Казахстан поднимает руку и говорит: везите ко мне, я все куплю. Мгм. Ну, это будет как минимум странно. Ну, с одной стороны, да, с другой стороны, я просто знаю, я общался с грузинскими виноделами еще, когда там на Украине жил, и они говорят, что, когда Россия ввела ограничения на поставку вина, это как раз еще были, теплые отношения между там Россией и Украиной при Януковиче. Говорит, нас спас именно украинский рынок, потому что Украина начала закупать все вино. Ну, Украина это огромный рынок, Да. огромный. Ну, сколько миллионов тогда проживало? Ну, тогда, 40. да, 40 точно Да. проживало. Понимаешь? Да, но здесь альтернативы нет. И алкоголь тот же. На 3 миллиарда Армения продает алкоголь в России. Мгм. Куда мы его повезем? Ну, раньше армянский коньяк пил Черчилль.
Можно Пашинян, постучать. Пашинян же запретил называть Да, коньяк это армянским. бренди теперь, а не Почему? коньяк. Потому что он сказал, что коньяк это сугубо французская история. Да, Он говорил, выступил, Ох ты, подлезал так о, французском. это- А Не, у армян это же- бренди. А это же, это- понимаешь, вот это как раз-таки про уничтожение национальной идентичности, да, и вот тех атрибутов определенных вещей, которые связаны. То есть у всех же коньяк, да, пока именно на постсоветском пространстве связан с армянами. Да, да. Ассоциация. Ну, Да, как это было всегда, и я надеюсь, что будет. Араратик мой братик, я так скажу. Так вот, а дальше ты говоришь Арарат. Да. То же самое же Арарат, он говорит, что это не наш. да, я не слышал. Пашинян, да? Арарат, Все, ты Арарат что? уже нет. Ее убрали везде. Ее убрали из штампов в паспортах. Ее убирают с официальной почты. Нигде ее нет. Ее с герба собираются убрать. А потом скажут, что Россия виновата, что убрали. Конечно. Россия виновата. А я вам скажу больше. Смотрите. А в чем, а как, ну то есть... А смотрите как. А смотрите, как в чем виноваты. То есть, ну, что люди говорят. Не может же какой-то Пашинян идти против воли России. Потому что армяне, наверное, последний сейчас народ, который до сих пор Россию считает, воспринимает империей. Мгм. А Путин царь, который все решает. Не может же какой-то Пашинян пойти против. Если что-то делается против России, значит, на это есть добро. Значит, Пашинян... И почему Пашинян не убирают? Потому что человек Путин. А значит, все, что делает плохое Пашинян, значит, это все с Ты, подачи России. ты сейчас рассказываешь образ мышления армянина внутри Армении, Да, правильно да, понимаю? конечно. То есть, получается, антироссийские вещи согласованы лично с Путиным. Конечно. Понимаешь? Да. Ага, Это вот все игра. Ты не А я пони- думал, ты у нас- просто не понимаешь. Это все игра. Они на самом деле, да. многоходовочка такая. Да, да. Я думал, у нас сложный подкаст был с Дариной, когда мы изучали западные методички в украинских университетах, но здесь все намного сложнее. Но я до сих пор не могу понять, чем помешала гора Арарат. Объясняю тебе. Потому что идет зачистка символов. Символов армянства. То есть человек, он же говорит о том, что забудьте все. Забудьте все. Ничего не было. Он геноцид подвергает сомнению. Он историю, он говорит, вся эта история, забудьте. Есть реальная Армения, Республика Армения, 4-ю республику, вот тот сейчас пытается создать. Человек, который говорит, есть статья его, я проклинаю своих предков, за то, что они нам не оставили ничего, больше, чем ничего. Говорит, даже животные инстинктивно своему потомству что-то оставляют, а вот наши предки ничего нам не оставили, и только проблемы оставили, и я их проклинаю. То есть до Пашиняна Армении не существовало, Нет. по его мнению. Нет. Но я вот, ладно, еще я не оправдываю, но я теоретически могу понять, как там, условно, на Украине смогли сделать такую подложку ненависти там, к Ленину, к Пушкину, к каким-то деятелям. Памятник легко, но просто к горе это довольно-таки удивительная это, типа смотри, история. Здесь нету... вот эти вещи, на самом деле, они очень сильно бьют по нему. Мгм. То есть это не воспринимается обществом. Ну и это при том, что, знаешь, как то есть гора Арарат, ее видно из Армении совершенно четко и отчетливо, да, из Еревана, из многих близлежащих городов. Причем она гораздо красивее с армянской стороны. То есть с армянской стороны Арарат очень красивый. С турецкой он вообще никакой. И по сути люди говорят, ну, нам нельзя смотреть. Он запрещает смотреть. Он говорит, что забудь. Не смотри наверх. Да. Армянский фильм. Это армянская не версия. принимается. Армянская Это версия, бьет. да. То же самое, как антицерковная кампания, которую запустил Пашинян в мае прошлого года. Она ударила по нему очень сильно. Он думал, да, действительно был кризис доверия к церкви определенный, и тогда уровень поддержки церкви был 30%. Довольно-таки низкий. Низкий. Это кризис.
Сегодня вот там по последним оценкам американского Гэллапа, да, который мы понимаем, что дает цифры как нужно, 64,1. Ага. Ну, это значит 75-80% точно есть. И это действительно правда. Это единственный институт, который не удалось сломить. А главные претензии, знаете, какие? Какие? Ну, начиналось с того, что у католикос всех армян якобы есть там ребенок, из-за этого надо его менять. Но главная претензия то, что он агент КГБ. Не, ну нам, типа, я не смеюсь с такого, потому что, в принципе, То есть такое же было с антироссия УПЦ. прокачивалась и там. Да, очень похожая история. Да, я же почему говорю, он в один в один. Такие смешные методички на самом деле, то есть они абсолютно одинаковые. Но они не работают, потому что никто не противодействует этому. А почему наши не работают? Это такой вопрос риторический, понимаешь, потому что, знаешь, почему не работает? Есть ли у нас методичка в Армении вообще? Методичек много, людей много, понимания, как работать много. Просто я вот сейчас был на одной встрече буквально с человеком из структур, и говорит, ну, вот на самом деле, я так понимаю, проблема в том, что за провалы не наказывают. Вот за провалы не наказывают, ну и что тогда? А зачем тогда брать инициативу? Это, конечно, очень странная политика, очень странная позиция, но существуют нюансы, конечно. Я бы вернулся, знаешь, к проведению, то, что было к 9 мая. Да. Почему мне, например, этот вопрос очень интересен? Мы видим, да, схожесть этих всех методичек, подходов и так далее. И я знаю, как выбивали память о Великой Отечественной войне на Украине, прям запрещали. И в итоге это вылилось в то, что 9 мая больше не День Победы, там День скорби, 8 День Европы, памятники, которые были построены во знаменование Дня Победы, это теперь там Родина Украины или как это называется. То есть ну, странный нейминг и так далее. И по сути там 9 мая это одиночные выходы смелых людей, которые возложить цветы. А когда я смотрю на Армению, несмотря на определенные да, там, антироссийские настроения, которые прокачивают, 9 мая по-прежнему проводят. Не удалось, что ли, опять переписать и объяснить? Потому что, еще раз тебе говорю, потому что сейчас еще с Россией не порвали экономические отношения. От России зависит. То есть, какова позиция сегодня Армении? Мы из ЕС не выходим. Мы стремимся в Евросоюз. Но из ЕС не мы выходим. Путину Пашинян сказал, говорит, мы будем находиться в ЕС столько, сколько это возможно, пока нам не придется сделать выбор. То есть он фактически говорит, мы будем срабатывать с Россией, пока не будем готовы к вступлению в Европу. Слушай, ну, европейские власти, они так достаточно активно тянут Армению. В публичном плане какие-то есть заявления, что уже там выделяют пообещали 270 миллионов долларов Армении. Да. Обещают без виз, всяческое сближение, все как на Украине. Вот, и тут возникает вопрос, я просто там вижу всяческие мемы, типа, что украинцы кончаются, нужны новые, значит, ребята. И вопрос, зачем? Зачем Европейскому Союзу тянуть к себе Армению? Единственная, на мой взгляд, причина, зачем нужна Армения, это создание новой антироссии. Все. То есть никаких других абсолютно интересов нет. Армения и армяне Европе точно не нужны. Так же, как не нужны украинцы, не нужны грузины и не нужны молдаване. Они нужны только в качестве антироссии. То есть Россию как? То есть давно известно, что победить Россию там, в войне в прямой невозможно. Значит, ее надо разрушить изнутри. Да. Сейчас все такие войны, что да, никто нигде не может победить. Ну да. Изнутри самой России тоже пока как-то не получается. Да, все, что было, все как бы зачистили. Но вот при этом ведется прекрасная работа по откалыванию всего того, что рядом с Россией.
И Армения это один из последних таких оплотов. Да, сегодня, если уйдет Армения, дальше уже начнется Центральная Азия. Да, конечно. И это звучит, причем очень логично. То есть даже если вот, я не знаю, кто нас смотрит, если вы там, значит, не за Россию, если вы там за Армению внутри, значит, Европейского Союза, но все равно подумайте, это очень логично звучит. Уже одна антироссия есть. Никто не скрывает. Во всех западных методичках прописано... Она не одна, их Да, несколько. да, уже. прописано, что это значит антироссия. Еще в 90 каком-то году это писали. И просто сделайте логичный вывод. Если вы будете продолжением той же самой антироссии, будет ли это выгодно вам, армянам, внутри Армении? А вот понимаешь, в чем? Смотри. Какие-то подачки там Здесь опять мы там возвращаемся к определенным нюансам там, контрпропаганды какой-то. Мгм. Сегодня люди видят на протяжении, там, хорошо скажем, 5 лет, да, ведь когда вот активная такая антироссия, о том, что вот армянские власти делают что-то против России, им за это ничего нет. Мгм. И теперь у них в голове нету понимания, а за что сейчас мы должны чего-то лишаться от России. Мы же просто идем в Европу, мы просто хотим в Европу. Это вопросов нет. Хотите в Европу, как Путин сказал, пожалуйста, идите. Но сейчас вот этими там ограничениями определенными, цветы, рыба, что тоже очень большой рынок, очень большой в Армении. Валбрис и Озон, вдруг там армянские продукты перестали Мгм. завозить. Показывают, что хорошо, но вы лишитесь этого. Люди сами, когда не понимают, ну, нужно показать. Может быть, чуть раньше нужно было показать. Может быть, сейчас правильно мы это посмотрим. Но в голове уже такое вот понимание, что русские должны, а мы будем делать так, как хотим. А какое сейчас население Армении? 3 миллиона. Я просто помню, фраза очень давно еще звучала, что количество армян в России там ну, чуть ли не Больше, больше, чем да. в Армении? Примерно. Там, Да, ну, и там да, где-то Путин говорил, что он в какой-то мере тоже Да. там президент Да, Армении. да. Это была давняя Да. шутка. Но я к чему это вот тоже вспоминаю. Так как, в принципе, да, но Армения, ну, меньше, да, чем Украина, за счет того, что здесь огромная диаспора, и это соотношение не так, что там было, условно, 3 миллионов украинцев в России и там 40 на Украине. Здесь, ну, приблизительно, да, сопоставимые цифры. То есть связи, они более прочные, более крепкие. И вот как мне кажется, почему, например, на Украине не сработало сравнение там, таможенного союза на тот момент, да, по отношению к европейской интеграции, потому что огромная часть людей была оторвана от российского контекста, и на все эти цифры и последствия относились скептически и смешно. Здесь за счет того, что более тесные связи, более реально ощутимая картина, такие вещи не нужно объяснять. Нужно. Вот как будто бы... Абсолютно все нужно объяснять. Вот это вот в этом, вот это вообще вот подвели к самой главной проблеме. Вот это понимание того, что есть, что не нужно людям объяснять, что белое это белое, потому что это само себе разумеющееся. Нет, ребят, нужно. Потому что, когда ты им это не объясняешь, приходят другие, говорят, что белое это черное. Первый раз его посылают. Второй раз задумываются послать. 5-й, 10-й, а через 30 лет этих мозговтирательства этого, это становится белым. Понимаешь? И когда ты не человек в Армении обычно, он не знает, какие плюсы у него от России. Хотя они во всем, абсолютно. Понимаешь, во всем. Начиная с дешевого газа, что означает дешевое электричество, которое и так не дешевое для армян. А мне такое Бензин, ощущение, наверное, вот, какой-нибудь. Конечно, соответственно. Сколько сейчас бензин в Армении? Ой, Не знаешь? слушай, сейчас там типа около 100 рублей. Мгм.
Ну, А мне кажется, вот Что такие очень- вещи, их невозможно объяснить. То есть Очень возможно. я к чему объясняю? То есть у меня каждый день там в доме есть электричество, хотя глобально, чтобы оно появилось на ежедневной основе в наших домах, мир прошел неплохую такую эволюцию. И я только замечаю, насколько это ценная технология, когда мне его отключают. Вот ты начинаешь сейчас вот это. Сейчас, А да, когда мне чисто- говорят, у тебя дешевый газ, я такой думаю, ну это же Тонкая само дорожка. собой. Объясни ему тем языком, которым он поймет. Огромное количество сейчас инструментов, да, чтобы донести информацию, какими категориями он размышляет. То есть он размышляет тем животом и холодильником, да, основное Ну. количество людей, к сожалению, к огромному. Ну вот объясни ему, что означает дешевый газ и дорогой газ для холодильника. Это очень просто объяснить. Конечно. Если ты жил, например, на Украине, я это проходил. То есть у тебя в один момент бензин был, у тебя был бензин $1, платил ты за коммуналку $100, Вот. а тут на следующий день у тебя пошли европейские цены, Да. и за коммуналку ты стал платить не $100, а $500, а потом 600. Вот, Вот, понимаешь? значит, за бензин ты стал платить $2. И при этом цены, Хорошо. европейские зарплаты, самое главное, что не появились. Но они кого-то, Оказалось, подожди, но кого-то оказалось, что они не появляются кого вот это так. остановило, Да, да. а кого это остановило? Вот кто-то вышел и А сказал, вообще, все, верните, вообще, хотите обратно. Украину не остановила, так есть же вот пример Украины, на который теперь можно смотреть. Но И, мы условно, опять Армения должна опять же, стоять. смотри, находимся в ситуации той, что Украина, она территориально, да, Европа. Мгм. Да. Да, А Армения, она территориально находится далеко от Европы, подальше чуть-чуть. вообще в полной... Слушай, ну это не мешает участвовать, Пятой точке, не участвовать, понимаешь? участвовать в том же Евровидении, как и Израилю, к Да слову. при чем здесь Евровидение? Не, к тому, что... Мы про логистические маршруты. Не, я понятно, Конечно, что нет, да, понятно. европейское будущее, его ж рисуют не только вот там картой, его рисуют продуктами, его рисуют какими-то абстракциями. Поэтому, когда тебе говорят, у тебя дешевый газ, поэтому у тебя там что-то хорошее, ты такой думаешь, что газ, какие-то трубы. И тут тебе говорят, вот вам евроинтеграция, вот тебе Евровидение, вот тебе Да, пожалуйста, евроконкурсы, так, еврогранты, пожалуйста, послушай евробудущее меня. и так далее. Нет, вот ты сейчас вот Я делаю идешь бэт. в те эти, понимаешь, вещи, которые, не знаю, кого ты пытаешься оправдать, ну ладно. Вопрос в том, что Он казачок заслан. это вот есть такой, да. Смотри, я еще раз говорю, вот особенно ты знаешь о деятельности Евразии в Армении и о ее огромной эффективности. И это показывает на самом деле о том, что работать не просто можно, а работать нужно. И более того, мы умеем работать. Да, как бы наши оппоненты, они сильны и очень сильны, но это не означает, что этому нельзя противостоять. При том, что нам-то, понимаешь, работать намного легче. Что нужно сделать и что сделали западники во всех наших странах? Они вот подменили ценности, да? Им нужно было 30 лет там обманывать, да, для того, чтобы полностью переписать мышление человека. Что надо делать нам? Нам нужно говорить правду. Все. Нам нужно говорить и показывать, что, какие выгоды есть. То есть это же не только газ, понимаешь? Вот пример один, очень банальный. Россия выделяет $5 миллионов в год на обеспечение горячего питания для армянских школьников. Но об этом никто не знает. Мгм. А у меня вопрос сейчас тоже. Ты сказал это в начале про мягкую силу, недоработку и так далее. Вот мы все время будем сравнивать с Украиной, потому что, знаешь, как во дворе показывали, не будешь учиться, будешь как вот Витька алкаш, да, там не вот. Так вот, у нас, все примеры по всему миру, мне кажется, сводятся там к Украине. Но, тем не менее, на Украине выключили вещание российских там телеканалов, ограничили влияние, и поэтому там западная пропаганда очень быстро все сработала. Но в Армении по сегодняшний день там работают, я знаю, и Спутник Армения, и Яндекс различные... Такси, наверное, и Валберес, я Конечно. слышал, да? Ну, не, я с точки зрения медиа говорю, да. Но И- это тоже мягкая сила просто. Ну, да, отчасти. То есть есть какой-то источник типа информации. Он недостаточно сильный, Да нет, он не да при чём, дорабатывает. смотри, не хочу проходиться по конкретным людям
и организациям, которые ты назвал, во-первых. Но смысл-то сегодня, то есть даже разница с Украиной в чем? Вот эти там 10 лет, да, или там 20 лет, разве конфликт там начался, если начинать его с 14 года, да? Информационная вся история шагнула сильно вперед, и мы прекрасно понимаем, что доля телевещания, она сильно снизилась. Да, поэтому сегодня наличием или запретом телеканалов сильно там не добьешься чего-то. И я вот видел сейчас закрытые оценки рейтингов каналов, и ну, там, то есть у западных каналов, которые ввели в сетку, совершенно ничтожное количество просмотров. У российских тоже невысокое, но, допустим, армянские оппозиционные каналы, да, они очень хорошо себя чувствуют. Вопрос в комплексности подходов. Вопрос в том, что работа, я не верю сегодня, что в любой сфере можно добиться какого-то результата, если параллельно не работать на земле и в информационном поле. То есть, если ты что-то сделал, и это не показал, значит, этого не было. И если ты очень много показал, а в реальности не сделал, это раз-два прокатит, но долго это существовать не может. И здесь существует вот та проблема, что когда начинаешь копать, оказывается, Россия, российские организации столько всего делают, столько всего вкладывают, причем там крупных инфраструктурных проектов и всего. То есть товарооборот, 35% товарооборота — это Россия. 35% товарооборота, понимаешь? Но когда об этом говорят недостаточно, не доносят, то есть нужно делать это разными инструментами, не заявлениями Путина, Лаврова, Захарова, понимаешь? А теми инструментами, которые могут сегодня донести. Их огромная масса, вы это лучше меня знаете, вы в этом более профессионалы, чем я, но подход к работе и к пропаганде в правильном смысле. Здесь пропаганды сделали слово какое-то очень такое плохое и злое, хотя на самом деле пропаганда, в этом нет ничего плохого. Да, это просто вот сейчас пропаганда, это просто по сути работа по там, распространению определенных идей и информации. И вот ее нет. Но если ее нет, откуда может появиться у армянской молодежи желание там строить свое будущее с Россией? Он знает, не знает, какая это прекрасная страна и какие здесь есть возможности. Зато он прекрасно знает каждый город там, почему он не знает? Вот мне кажется, что тут мы не дорабатываем. Абсолютно. И украинцы, и армяне, именно не с точки зрения там, российского государства. Мы же диаспора, да, две крупные диаспоры, нифига себе. Мы же можем выделываться в публичной плоскости, типа, смотрите, как нам тут хорошо. Слушайте, я скажу так, что касается армянской диаспоры, понты кидать, это ж наше. когда пришла вот ситуация, да, и судьбоносный выбор, вдруг стало понятно, что армянской диаспоры как некой структуры не существует. Да, то есть есть диаспора, есть очень мы много это прекрасно армян. понимаем, мы друг друга тоже все тут Да, ненавидим из приехавших. Но какой-то структуры, к сожалению, не существует. Существует только на бумаге. И в этом, конечно, наша проблема. Но второе, как бы здесь же, когда мы говорим, то есть Россия не виновата перед армянами, да, как у нас там армяне, вообще самое нелюбимое у меня в армянах, это то, что мы, армяне, чемпионы мира по перекладыванию ответственности. Виноваты совершенно все, только не. Я бы сейчас Ну, тут ты- поспорил. Ты сейчас тут на святое давишь. Нет, А почему? моя хата... Как будет по-армянски? про А моя Арарата хата ты- с края.
У нас есть даже целое выражение такое, да, если перекладывать вину. Не, ну про Арарат и про коньяк это сильно было. Про Карабах, М. что ответственна Россия, поэтому я могу поверить. Не-не-не, я вас уверяю, и это, к сожалению, во всем и везде. И м, здесь как бы перекладывать ответственность с себя не нужно. И надо понимать, что, как я сказал, Россия армянам перед армянами не виновата и не должна. Но должна она защищать свои геополитические интересы. Конечно. А вот борьба за умы, это как раз-таки и есть те самые геополитические интересы. Борьба за умы сейчас ведется в социальных сетях. Армяне где сидят? Инстаграм? Фейсбук, Инстаграм. Facebook, Все Инстаграм. запрещено, я сделал сейчас пометку, чтобы тебе не Да, это оставалось все сразу. запрещено в Перевести России, интересно. это все запрещено в России, но не запрещено в Армении, как бы. Но она, вот это опять И у неправильно. меня просто, я хотел вот как раз к этой теме подвести и спросить, такое ощущение, что там монополизировал просто Инстаграм Пашинян, и вот эти вот его видосы с сердечками, вот это вот. Это вообще прекрасно. Но, как во-первых, история вот эта я вот вернусь, я на секундочку Давай. вернусь. И по Пашиняну. Я буквально сегодня Давай. об этом говорил в другом эфире. Понимаете, во-первых, вот это то, что сегодня работа с головами ведется в соцсетях, Ну, вот я только что об этом говорил, и я в корне с этим не согласен. мгм. Потому что работа с головами должна вестись и в соцсетях, и на земле. Ну, это понятно, это Да, 100%. то есть вот у меня, ребята, говорю, наш актив там в Армении, вот, пожалуйста, все, 23 февраля, да, который это самый такой вообще, ну, как бы, ну, в стране, которая Да. стремится в Европу, В такой, тем более, небольшой стране, как Армения, это как раз-таки у нас вышло, такой телефон между собой. у нас вышло 300 человек молодых ребят, студентов, которые отдали дань памяти, возложили Мгм. цветы, устроили концерт, да, они все готовы. Просто, говорю, с ними нужно работать, им надо давать Мгм. возможности, им надо показывать, что у них есть будущее здесь, потому что европейцы-то это делают, правильно? И это европейская вот там мечта. А американская европейцы мечта. работают и на земле, и Не, в ну, как бы соцсетях, и в конечно. СМИ, везде они работают. Ну, Конечно. слушай, ну я Тут- так скажу, там человек, который вышел на какое-то хорошее мероприятие, мне кажется, набирает все равно каких-то лайков, охватов и просмотров меньше, чем жрущий в автобусе, или где он там поедает Да бог с ним. Не, еду. ну, И нет, все смотрят, здесь и как про- будто бы Бог это... с ним. Но человек, который вышел на хорошее мероприятие, он идейно с тобой. Мгм. Он идейно с тобой, он поддержит, и ему один человек... смысл в чем? Смысл в том, чтобы создать платформу, где эти ребята могли бы объединяться. Потому что западники создают эти платформы. А со стороны России их не было долгое время. Тогда вопрос. А вот те блокировки, вот эти все наши пометки, экстремисты, запрещенные, заблокированные и так далее. Вот эта вот блокировка, она ухудшила связь с Арменией? То есть нам сложнее стало доносить смыслы, показывать хорошие дела? Или Абсолютно нет. нет? Нет, абсолютно нет. Ну, посмотрим, сколько у нас аудитория придет с Армении на наш подкаст. Ну, абсолютно, но нет, на самом деле, честно, ну, никак, на мой взгляд, не повлияло. И здесь все очень неплохо Ну, слушай, я это работает. вырежу, потому что это потом в Госдуме будут Ага, показывать, видите, да. ни на что не влияет, делаем дальше. Не, короче, этого не было. Так, давай теперь я тогда отвечу про вот этого... Пашинян, да. Да, Как будто бы как- он монополизировал эту историю. Он- Со стороны, позже просто скажу, со стороны кажется, что он прям легенда уже Инстаграма. То есть там люди в России, в Украине, во всему СНГ, значит, делают свои видосы вместе с сердечками, подставляют его, делают с ним какие-то мемы, да, когда он там смотрит в экран, а потом смотрит, типа, в экран, да, какие-то обыгрывают. И кажется, что это какая-то очень позитивная история. Мне интересно, как к этому относятся внутри страны, потому что одно дело прикольные видосики, да, снимать, а другое дело работать, и потому что, ну, я просто ставлю, ну, мне классно, да, как человеку, который не имеет отношения к Армении, ну, прикольно, да, весело, смешно, задорно и так далее, но если я, допустим, гражданин в Армении, и меня что-то не устраивает, и я еще сижу, захожу в Инстаграм, там еще Пашинян сердечки показывают, у меня как будто бы ощущение складывается, что а когда он работает, типа, Когнитивный да, диссонанс. да, Это когда он смешно. работает, и тут вопрос, как к этому относятся именно внутри Армении? Это не давало никакого, на самом деле, эффекта внутри Армении. Это вот была работа по созданию иллюзии
некого какого-то мемного премьера, Мгм. да, которая работала очень хорошо на внешнюю аудиторию. Но, что случилось? Пашинян, началась предвыборная кампания, Пашинян вышел к народу, Пашиняну начали говорить люди то, что о нем думают. Вы, видимо, пропустили эти Не, кадры. я видел, там в нем Я видел. бросался Вот, на вот. И женщину всё, какую-то. и Да, он да, да, стал я видел. злобным чмошником. Я понимаешь? более того видел, я когда выкладывал эти сердечки, мне люди присылали, слушай, да нас тут ненавидят, и мне скидывали видос, где он заходит в какую-то лавку фруктовую, овощную, его Вот, выгоняют из лавки. Да, совершенно. Он у меня Но все равно, то есть полтора- мне сложно сложить... 1,5 миллиона у меня просмотров набрало это видео. Мгм. Очень не дай его хорошо бросить. залетело, Хорошо, да. тогда я задам вопрос, То который... есть ты, подожди, Сегодня, говорю, сейчас договорим он просто вот эту мысль. полностью уничтожил вот этот образ какого-то там вот такого доброго народного и Ага. этого. И После вот этой истории с женщиной, да, их на каждый раньше? день просто не происходит, понимаешь? Ага, Каждый день. Вчера старика, закрыв рот, старику 70-летнего уводили от него, потому что Пашиняну не понравилось, что он говорил. А тут женщину, когда он ее хватает за руки и говорит, иди сюда. Ну да, он так по-злому, да, да, да. кричит, говорит, я запугиваю, я вас уничтожу, всех уничтожу. Тогда вопрос. Я думаю, каждый подписчик, особенно в России, его хотел бы задать в лоб. Тогда почему каждый раз он побеждает на выборах? Это, Что значит каждый раз? ну, Во-первых, последний раз то же послушайте, самое было. Во-первых, не каждый раз. На выборах он победил один раз, выборы были, и он победил это в 2021 году. Мгм. Почему он победил тогда? Потому что тогда, во-первых, откровенно у народа не было понимания у массы, да, что он действительно виновник всех бед. Он не был таким, который сейчас. Он тогда лебезил перед Россией, рассказывал про дружбу с Россией. Ну и с Россией тогда Владимир Владимирович Путин тогда сказал, что на вопрос, предатель ли Пашинян, ответил, что нет. И это очень сильно ему помогло в победе на выборах. Понимаете, то есть говорить, что он побеждает, вот это есть какой-то некий стереотип. Путин виноват, традиционно. Нет, я говорю, что есть комплекс факторов, да, тогда есть проблема, что люди голосовали не за него, а голосовали против предыдущих властей. Это основная Что знакомое. проблема. Второго, третьего президента. Сегодня появилось новое лицо. Появился Самвел Карапетян, да, который никак не связан с бывшими властями, Мгм. ну, только с точки зрения бизнеса, который является национальным благотворителем, который вложил более 700 миллионов долларов в благотворительные проекты. То есть, действительно, человек, который делал всегда для Армении, делает для Армении, уважаем людьми. И сегодня вот оппозиция армянская, она действительно действует в едином порыве, да, потому что сегодня все понимают, что политика в Армении закончилась. Сегодня в Армении есть вопрос существования или несуществования. Все. Ну, со стороны кажется, что у Армении не все так плохо еще, как, например, на Украине, потому что работают российские сервисы, да, Пашинян ездит в Москву, как-то там общается, поддерживает какие-то отношения с Путиным. Нет какой-то декоммунизации, типа там жесткой национализации и так далее. связано только с экономической зависимостью. Я Абсолютно. еще к чему? Тут, прежде чем как-то там работать, да, надо еще, чтобы аккуратненько не наломать дров, Нет, скажем так. смотри, переизбрание Пашиняна – это мандат на полный разрыв Это отношений понятно. с Россией. Это уже видно, да. Да, Это абсолютно. 100%. Абсолютно, и я об этом Ну, твои говорю прогнозы уже какие? много Выборы лет. в июне, правильно? 7 июня прогнозы позитивные. 7-го, Мы я думал, обязательно 16-го. победим. При этом важно понимать, он особенно тебе, как человеку, который любит быть в гуще событий, Я всегда люблю что приезжать в такие места. нет никаких шансов, что
все закончится выборами, потому что Пашинян никогда не признает свое поражение. Оппозиция не признает Победу Пашиняна. по в случае, если это будет там по молдавскому сценарию, да, Мгм. где очевидно. Ну, либо были по румынскому фальсификации. посадить, да, просто кого-нибудь. Вот я на самом деле тоже уже сегодня говорил о том, что мы постоянно говорим о молдавском сценарии, Мгм. но я считаю, Румынский, да? исходя из того, как идет, что мы ближе уже к румынскому Мгм. сценарию, потому Там что, вообще легко все получилось. потому что, Победил, сел. да, но так легко у нас не получится в Армении, потому что как бы все прекрасно понимают, что если мы не отстоим, то есть почему я говорю, что по-любому лишаться будет все на улице, М, потому что выборы, помимо того, что выиграть сегодня, их нужно еще защитить, м. и мы обязаны с этой задачей справиться. Слушай, ну это интересный вопрос. Почему у нас реально по всему периметру вот так вот постоянно все решается Майданами, к сожалению. Я желаю, чтобы это все было мирно и в интересах Армении. Но вот я финально хочу задать тебе такой вопрос утешающий. Мы часто говорим про мягкую силу, эффективно, неэффективно и так далее. Вот в Армении, да, сейчас есть как влияние западных организаций, там USAID и так далее, есть российское влияние, там Евразии в частности. И вот как ты думаешь, удастся, несмотря на все там сложности, выборы, возможные там протесты, отстаивания и так далее, вот сохранить добрые отношения, чтобы не превратиться вот в того соседа алкаша, какой является Украина? В случае победы Пашиняна? Нет, вообще в целом. Что Нет, ничего не тут- может тут сломить. так, смотри, не, в случае победы Пашиняна никаких отношений не будет. И более того, мы стоим в одном шаге от повторения сценария Грузии 2008. Мгм. И это коснется и армянской диаспоры здесь. К сожалению. Но я верю, что никому не удастся ни переписать там истории, ни сделать манипуляцию. Спасибо тебе огромное за такую беседу, потому что у нас как раз сместился фокус в страну, которая нас очень сильно интересует, за которую мы переживаем. Спасибо тебе огромное. Я думаю, мы встретимся еще после выборов обязательно. Вот. Спасибо тебе большое. Друзья, пишите. Самый залайканный комментарий получит подарки. В случае хорошего успеха прям какой-нибудь коньяк Арарат от меня, ладно, 18 меня. плюс. От Все тебя. ждали Всё. коньяк, да. Я думаю, все ждали коньяк. Друзья, спасибо. От меня, да. До скорых встреч. Пока. Спасибо.